Московском регионе. Друзья, смотрим подготовленный мною материал, как я люблю говорить, через призму времени и цифр. Попробуем совместно с вами разобраться в тех процессах, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости целого региона. Перед вами карта Донецко-Приднепровского региона, куда входят два крупных областных города-центра. Город Днепр, город Запорожье. То есть по Днепру, еще раз, друзья, данные свежие. У нас период исследования, естественно, январь-февраль 2026 год. И отдельное видео я уже записывал. То есть больше внимания в начале видео уделим городу Запорожье. Итак, город Запорожье, значит, февраль 2026 год. Начнем с населения. Население 746 тысяч, друзья, это было довоенное население, достаточно крупный был город. Я просто, опять же, хорошо знаю, у нас там офис был, и я, в общем-то, часто был в этом городе. Сейчас население, я предполагаю, стало меньше, тысяч на 200, на 300, а может даже больше. То есть, ну, порядка 500 тысяч, наверное, все-таки есть. Кто с Запорожья, напишите, насколько визуально для вас больше людей, чем до войны, или меньше. Переходим к следующему показателю. Это количество предложений, которые я и компания Olymp Consulting зафиксировали на рынке жилой недвижимости. Естественно, мы это делаем с помощью программного обеспечения Olymp News, то есть мониторим все крупные интернет-порталы и сайты. Итак, говорим о жилой недвижимости. Это 10 900 объектов жилой недвижимости, первичный, вторичный рынок было выставлено для продажи в городе Запорожье в феврале 2026 года, что почти на 1%, минус 0,9% меньше, чем в январе месяце. Друзья, ну это уже мы наблюдаем на протяжении где-то трех, в каких-то городах Запорожья это больше, чем 3 месяца. И это связано с нестабильным, в общем-то, с нестабильной ситуацией с электроэнергией. Мы знаем хорошо, что выносят энергетическую инфраструктуру. Естественно, у людей нет в розетке электричества, нет в розетке электричества, нет возможности выйти в интернет для того, чтобы, ну или не так, скажем, часто, да, почему? Потому что там графики отключения существуют. То есть люди стали меньше выставлять для продажи недвижимости, и это связано с вот этими отключениями электроэнергии. Но я предполагаю, что именно с этим связано, так как на протяжении почти всех 4 лет войны мы видели ситуацию, когда рынок недвижимости по предложениям увеличился, то есть было больше желающих, которые хотели продать эту недвижимость, чем желающих купить. А вот сейчас где-то порядка 3 месяцев, 4, мы видим ситуацию, когда все меньше и меньше объявлений попадают на электронные сайты, доски и так далее. Ну, я объяснил, чем это связано, я это предполагаю, что так оно и есть. Переходим к социальному жилью. Это вторичный рынок, друзья. Стоимость квадратного метра. Будем говорить, я в процентном соотношении буду говорить, вы уже прочитаете стоимость квадратного метра. Итак, социальное жилье показывает снижение минус 0,23% за месяц. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс, также вторичный рынок показывает за месяц снижение минус 0,18%. Переходя к первичному рынку, друзья, мы наблюдаем ту же самую динамику снижения роста стоимости квадратного метра. Квартиры эконом-класса на первичном рынке подешевели минус 0,26%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс подешевел минус 0,15%. Итак, друзья, подводя итоги по целому городу, мы видим, что, в общем-то, по всем сегментам, это первичный и вторичный рынок, по всем классам, видим динамику снижения стоимости квадратного метра. Давайте перейдем вниз, табличка, экселевские данные. Здесь подведем итоги, что произошло у нас в феврале месяце по целому региону, куда входят город Днепр и Запорожье. Смотрим, вот здесь красная черта, да, или красный шрифт.
Это среднее арифметическое число. Как оно считается, вы прекрасно знаете. По региону это $487 за квадратный метр, что показало за месяц незначительную динамику снижения минус 0,31%. Индекс также отрицательный 0,997. Итак, мы видим, что в целом по региону за месяц это колебательные процессы, мы наблюдаем снижение стоимости квадратного